Вы получили права и худо-бедно начали ездить. Опыта нет, но вы настойчивы и хотите дальше совершенствовать свои навыки вождения. Тогда попробуйте эти упражнения. Если вы опытный водитель, тогда это видео будет, скорее всего, неинтересно с точки зрения подготовки самого себя, любимого и опытного. Но если вы кого-то обучаете или собираетесь кого-то обучать, тогда стоит присмотреться к данным упражнениям. Упражнения простые, но именно в простоте и заключается сложность. А учимся мы сегодня ездить задним ходом. Нужна свободная площадка. Чем больше, тем лучше. Обязательно наличие бордюра. Подходит парковка возле торгового комплекса, но во внеурочное время, когда торговый комплекс не работает и парковка свободная, например, в 6 утра. Я всегда рекомендую своим ученикам, получившим права, делать первые самостоятельные выезды в раннее воскресное утро, когда добрая половина населения досматривает утренние сны, а вторая половина разъехалась по садам и дачам. И вот первое упражнение – движение задним ходом вдоль бордюра. Нашли длинный прямой бордюр, подъезжаем и прокатываемся вдоль него передом. Расстояние сбоку примерно 1 метр или около того. Бордюр у вас слева. Проезжаем до самого края площадки. Встали ровно вдоль бордюра. И это видно в левом зеркале. Именно зеркало будет вашим основным помощником в данном упражнении. А бордюр в зеркале будет нашим основным ориентиром. Включаем заднюю передачу. Задача – двигаться вдоль бордюра, не отклоняясь и не приближаясь к нему. Руль возьмите правильно. Я обычно советую пальчиками нащупывать спицы руля. Тогда вы будете уверены, что, держа руки прямо, вы будете удерживать управляемые колеса в прямолинейном положении. Уловили мысль? Всего 2 условия. Правильно взятый в руки руль, пальчики нащупывать спицы руля, и ровное положение самих рук обеспечит вам прямое положение рулевого колеса и строго прямолинейное движение самого автомобиля. Замечу, делайте вы это не глядя на руль. Глаза у вас будут заняты зеркалом. Вам некогда подглядывать за положением рулевого колеса. Руль в ходе движения не перехватывайте. Держите пальцы в контрольных точках на спицах. Управление чем-то напоминает управление мотоциклом. Там руки на руле всегда в одних точках. Вам надо помнить, что вы двигаетесь прямо. Вспомните, как вы двигаетесь по дороге прямо передним ходом. Вы делаете такие движения рулем при прямолинейном движении, на скорости? Нет, движения рулем микроскопические. Руки по рулю не перебираем. Отсюда сравнение с рулем мотоцикла. Глазами все внимание к зеркалу. Смотреть на борт автомобиля и на бордюр как можно дальше. Нужно обеспечивать движение, постоянно зазор между автомобилем и бордюром. Правило простое. Если вдруг приближаетесь к бордюру, говорите себе: нам надо от него, от бордюра, руки от него. А если отдаляетесь, зазор увеличивается, то говорите: нам надо к нему, руки к нему. Движения рулем небольшие. Помните, что вы двигаетесь практически прямо, и ваши действия – это корректировка рулем. Держите пальчики в контрольных точках. Не перебирайте руль. Вам будет легче поставить управляемые колеса в прямолинейное положение тогда, когда почувствуете, что выпрямились. И дальше нужно двигаться строго прямо. Доехали до края площадки. Возвращаемся назад. Точнее, вперед, на исходную позицию. И повторяем проезд задним ходом вдоль бордюра.
В какой-то момент вы поймали себя на мысли, что вы двигаетесь строго прямо и корректировка рулем не нужна. Тогда наступило время поиграть рулем. Специально повернем руль слегка к нему, к бордюру. Видим результат. Затем от него, от бордюра. Выровняли. И так несколько раз. Специально от него к нему. Выровняли. От него к нему. И опять выровняли. Мы не просто двигаемся и контролируем свое движение вдоль ориентира, а делаем это играючи, легко и непринужденно. Как раз этого нам и надо добиться. Проделайте несколько таких перемещений по площадке вперед и назад. Теперь на середине площадки развернитесь и докатитесь до края площадки так, чтобы бордюр был от вас уже с правой стороны. Обязательно последние метры ехать строго прямо до края площадки. Этим вы выставите автомобиль ровно, и это облегчит вам движение задним ходом на первых метрах пути. Все внимание теперь к правому зеркалу. Все то же самое. Руль к нему, к бордюру, или от него, в зависимости от ситуации. А если автомобиль идет туда, куда надо, то, соответственно, руки прямо. Пальчиками контролируем, что руль в руках держим правильно. Для выполнения следующих упражнений придется изготовить небольшой реквизит, а именно 4 стойки. Позволю себе показать отрывок из старого урока. Это к вопросу о том, как изготовить эти самые стойки. Полностью видеоурок можно посмотреть, если кликните мышкой на экране в конце видео на заставку под названием «Габаритная подготовка. Полная версия», либо внизу на ссылку в описании. Здравствуйте! Предвижу ваш вопрос, как сделать стоечку для наших будущих занятий. Самая обычная проволока, очень даже ржавая. Желательно, чтобы она была пожестче. Загибаю кругом. Вот. Круг, не совсем красиво, да, она, собственно, это и не нужно. Один конец прогибаю через середину. И здесь в серединке еще раз загибаю кверху. Вот она, собственно, импровизированная стойка. Вот этот конец может быть как угодно длинным. Но я не буду делать его длинным, потому что я сюда буду еще следующее дополнение ставить. В магазине я приобрел вот такую палочку. Называется черенок универсальный. Он применяется для швабр и для мойки окон. Палочки такие. Отрываю пробочку и ставлю загнутое приспособление. Все, стойка на месте. Наши стойки расставляем квадратом, либо прямоугольником. Расстояние между стойками достаточно большое, не менее 30-40 метров. Объедем все наши 4 стойки так, чтобы они оставались слева от вас. Возле последней, не поворачивая, остановимся. В левом зеркале увидите предпоследнюю стойку. Включаете заднюю передачу и двигайтесь к ней точно так же, как вы двигались вдоль бордюра. Не прижимаясь и не отдаляясь от нее. Должен быть равномерный зазор между бортом вашего автомобиля и этой самой стойкой. Руль также от нее, либо к ней, в зависимости от того, приближаетесь или отдаляетесь от нее. Когда понимаете, что она уже где-то рядом, поверните голову, чтобы увидеть ее живым взглядом, без зеркала. Если до этого момента вы двигались, не отпуская руль от контрольных точек, контролировали пальчиками спицы, то теперь вам предстоит сделать крутой поворот на 90 градусов. Руль придется перебирать.
все-таки это поворот. И все бы ничего, сам поворот вы сделаете. А вот дальше у всех возникают сложности. Как только в зеркале появляется очередная стойка, вам на ходу необходимо выровнять руль. Это просто сказать, но сложно сделать начинающему водителю. Никому еще не удавалось с первого раза выровнять руль, двигаясь задним ходом, так, чтобы к следующей стойке идти с равномерным зазором. Вот тут вам придется потрудиться. Проявите терпение и настойчивость. Не сразу дается этот элемент. Сложно не повернуть, сложно выровнять после поворота в движении. Вы должны не просто стабилизировать прямолинейное движение, но и правильно взять руль. Пальчиками установить контроль над спицами на руле. И двигаться дальше, поддерживая ровный зазор между бортом вашего автомобиля и очередной стойкой, управляя рулем, будто вы на мотоцикле, не отпуская рук с контрольных точек. Если в начале упражнения вы каждый раз, подъезжая к очередной стойке, поворачивали голову, чтобы оценить ее место расположения и объехать, то затем вы должны работать только с одним зеркалом, от стойки к стойке, выполняя поворот и выравнивание. Снова поворот. И снова выравнивание. Вы должны намотать достаточное количество кругов, чтобы почувствовать результат. Затем вам предстоит развернуться и выполнять движение по квадрату в другую сторону. Теперь уже предстоит работать с правым зеркалом. Это упражнение несет за собой еще один положительный эффект. Вы начнете правильно работать рулем. Если вы будете работать рулем вот так, мастера знаете, как это называют? Вот как вы думаете? Доить коров. Похоже? Так вот, если вы будете таким образом обращаться с рулевым колесом, то вы не сможете выполнить это упражнение. Во всяком случае, будет очень-очень коряво. А нам надо еще и научиться правильно работать рулем для того, чтобы в других дорожных ситуациях не попадать в беду. Мы должны делать шаги по рулю. Считайте поначалу эти шаги. 1, 2, 3, замри. Отомри. 1, 2, 3. Руки сами вернулись в исходное положение. Если не вернулись, значит шаги туда и обратно были не одинаковыми. А вы должны добиться того, чтобы возвращались в исходную точку. Это залог успеха в данном упражнении. Иногда водители делают вот так. Усилитель руля позволяет это сделать. Видите, рука не отпускает контрольную точку. Это удобно. Вернули руку в исходное положение вместе с контрольной точкой, пальчик на спице. Вот вы и выровняли руль. Получается конкретно и уверенно. И не надо заморачиваться по поводу того, прямо мы двигаемся или не прямо. Дальше только корректировочное движение, как с рулем мотоцикла. Стойки, руки к ней. Или от стойки, руки от нее. А вот теперь прямо. И еще одно упражнение – движение вдоль бордюра. Бордюр при этом делает поворот. Вы должны точно описать траекторию этого самого бордюра, не наезжая на него и не отстраняясь от него. А сложность заключается не в самом повороте, а сложность заключается в выходе из поворота, чтобы стабилизировать движение автомобиля и выйти напрямую вдоль бордюра.
понятно, что руки должны войти в исходное положение, и пальчиками вы должны нащупывать спицы руля. Позволю на этом завершить урок, а продолжение будет в следующий раз. Если, конечно, от вас будут отклики в комментариях. И напоследок давайте проверим знание правил дорожного движения. Опишите, пожалуйста, все, что вы думаете по поводу этих знаков. Тому, кто первый выдаст самую полную информацию, вышлю свою книжку «Парковка задним ходом». На этом все. Пока. Всем удачи!